Катастрофа в Гималаях. Поток воды, грязи и камней смывает дома и мосты. Что вызвало внезапный паводок? Орден Маску и новые переговоры о Starlink. Чего Киев добивается от SpaceX? И что заметили в небе над Россией? Новые подробности загадочного визита главы ЦРУ в Москву. Зачем Джон Рэдклифф прилетал в Россию, о чем могли говорить за закрытыми дверями, и что теперь подтвердили в Кремле? Миллиардный проект России еще готовили к запуску, когда прогремел взрыв. Пожар на Амурском газохимическом комплексе привел к многочисленным жертвам. Трамп решил переименовать озеро Онтарио. Канада уже ответила. Дарлин Грэм идет за сенатским креслом своего брата. А SpaceX собирается построить гигантский космодром за $100 миллиардов. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Разрушительный паводок накрыл горные районы на границе Непала и китайского Тибета. Огромный поток воды, грязи и обломков за считанные минуты прошел по долине реки Бхотя-Каши. На кадрах очевидцев видно, как вода практически полностью заполняет долину, подтапливает здания и разрушает инфраструктуру. С воздуха видны поврежденные дороги, дома и мосты. Сильнее всего пострадал непальский округ Расува, в том числе Сьябру-Биси и Тимуре. Это высокогорный район Гималаев, непосредственно у границы с Китаем. Здесь находится один из важных сухопутных переходов между Непалом и Тибетом – Гейронг. На китайской стороне камера наблюдения зафиксировала момент катастрофы. Люди пытаются убежать, а буквально через несколько секунд мощный поток воды и грязи сносит здания и автомобили. По последним данным, погибли по меньшей мере 9 человек. Непальский совет по туризму сообщил о 384 пропавших путешественниках, среди которых 291 иностранный гражданин. Власти опасаются, что число жертв может увеличиться. Поисковые работы осложняют ситуацию на месте. Дороги разрушены, нарушены связь и электроснабжение. А спасательные вертолеты не могут приземлиться в некоторых районах, пока не спадет вода. Появилась и предварительная версия того, что могло вызвать такой мощный поводок. На тибетской стороне произошло землетрясение магнитудой 4,4. Предположительно, подземные толчки спровоцировали сход большой ледовой лавины. Она обрушилась в реку Лхенди недалеко от границы и перекрыла ее русло. В результате образовалась временная естественная плотина. Вода быстро скапливалась за ней, а когда преграда не выдержала, огромный объем воды устремился вниз по горной долине и дальше в систему Бхотя-Коши. Однако специалисты рассматривают и другую возможность. Сильных дождей перед катастрофой в этом районе не было, поэтому обычным поводкам произошедшее объяснить сложно. Сейчас проверяют, могло ли землетрясение также вызвать прорыв ледникового озера высоко в горах. Подобные случаи для этого региона уже известны. Прошлогодний смертоносный поводок на этой же реке впоследствии связали именно с прорывом ледникового озера. Власти Непала призвали жителей вдоль Бхотя-Каши уходить на возвышенности. На китайской стороне также опасаются новых оползней и сходов и усилили наблюдение за горными районами. Точная причина нынешней катастрофы пока устанавливается. Владимир Зеленский наградил Илона Маска Орденом Свободы, одной из высших государственных наград Украины. В указе от 26 августа говорится о заслугах главы SpaceX в защите жизни людей и свободы. И происходит это в момент, когда Киев пытается договориться с Маском о новых возможностях Starlink для украинской армии. С начала полномасштабной войны Starlink стал одним из ключевых средств связи на фронте. Терминалы используют подразделения, штабы и операторы беспилотников. Спутниковая связь позволяет сохранять управление там, где обычный радиосигнал могут подавить средствами РЭП. Причем Киев уже смог добиться от SpaceX важного решения. Российские войска начали использовать нелегально приобретенные терминалы Starlink, в том числе на беспилотниках. После обращения Украины компания заблокировала тысячи таких устройств. По данным Reuters, это серьезно осложнило связь в российских подразделениях. Теперь Украина хочет решить другую задачу – получить возможность использовать Starlink на своих беспилотниках уже над территорией России. По данным Financial Times, Киев просит разрешить работу системы на глубине до 200 километров. Одна из главных целей – мобильные установки баллистических ракет. Идея в том, чтобы находить и уничтожать их еще до запуска ракет по украинским городам. Для дальнего дрона Starlink особенно важен. Он позволяет сохранять устойчивую связь с оператором за десятки и сотни километров. Но сейчас географические ограничения SpaceX не позволяют полноценно использовать эту возможность над Россией. Переговоры идут уже несколько месяцев. Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров говорил о прямом контакте с Маском. А летом вопрос дошел до Дональда Трампа. Во время встречи с американским лидером Зеленский попросил его помочь убедить владельца SpaceX изменить ограничения. Сам Маск пока выступал против. Как рассказывал Зеленский, позиция главы SpaceX заключалась в том, что использование Starlink для таких операций глубоко в России может привести к эскалации. Киев после этого продолжил переговоры и начал передавать новые аргументы. Несколько дней назад Зеленский заявил,
что теперь получает более обнадеживающие сигналы. А тем временем Starlink неожиданно стал темой обсуждения уже в самой России. Последние несколько дней российские пользователи публикуют видео цепочек спутников в ночном небе и говорят об их необычно высокой активности. Правда, сами эти кадры еще ничего не говорят об изменении режима работы Starlink. Спутники постоянно движутся по низкой околоземной орбите и могут пролетать над Россией, независимо от того, работают там терминалы или нет. Официально SpaceX пока не сообщала, что ограничения сняты, поэтому главный результат переговоров Киева и Маска еще впереди. Получит ли Украина Starlink для своих беспилотников над российской территорией и возможность использовать их для охоты за пусковыми установками баллистических ракет? Неожиданный визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву, похоже, мог быть связан не только с Россией и Украиной, но и с Ираном. По данным двух высокопоставленных иранских источников, американская сторона через Москву потребовала от Тегерана открыть Ормузский пролив. В противном случае Вашингтон пригрозил санкциями уже российским структурам, которые помогают Ирану обходить ограничения. Речь, как утверждается, идет о банках, трейдерах и судоходных компаниях, связанных с иранской нефтью, золотом и авиацией. Москва, по словам источников, выполнять требования отказалась и передала Тегерану, что не считает возможные санкции критичными. Официально содержание переговоров Рэдклиффа ни Вашингтон, ни Москва пока не раскрывают. Но время визита совпадает с началом новой американской кампании против Ирана. Минфин США запустил операцию Economic Outcast. Она предусматривает вторичные санкции против компаний и финансовых структур в третьих странах, которые продолжают работать с Тегераном. Уже под ограничения попали более 60 компаний, физических лиц и судов. Вашингтон отдельно обозначил 5 направлений: золото, авиацию, судоходство, технологии и цифровые активы. И давление идет одновременно с попытками вернуть движение через Ормуз. Сейчас оно остается крайне ограниченным. Во вторник пролив прошли всего 5 грузовых судов, при среднем показателе за последние 10 дней – 15. При этом Иран возобновил переговоры с Оманом. Стороны обсуждают временный судоходный коридор и договорились о разминировании водного пути. Таким образом, если информация иранских источников подтвердится, поездка главы ЦРУ в Москву была попыткой Вашингтона использовать российские связи с Тегераном и одновременно предупредить Москву о цене дальнейшего экономического сотрудничества с Ираном. Директор ЦРУ США Джон Рэдклифф во время визита в Москву во вторник провел переговоры с представителями российских спецслужб, однако с Путиным не встречался. Об этом сообщили в Кремле. Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно. Сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. Эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно. Я еще раз повторяю, никаких контактов с Кремлем у него не было. Пока каких-то дальнейших договоренностей по контактам я вам сказать не могу. Появились новые детали необычного визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. В российскую столицу он прилетел не на обычном правительственном Gulfstream, а на огромном военно-транспортном C-17 Globemaster Toronto. Борт вылетел с базы Эндрюс под Вашингтоном, сделал остановку в Риге, а утром 25 августа приземлился во Внуково. В Москве самолет провел около 8 часов. Выбор С-17 мог быть связан прежде всего с безопасностью. Эти самолеты оснащены системами предупреждения о ракетной атаке и лазерными средствами противодействия ракетам с инфракрасным наведением. То есть С-17 рассчитан в том числе на полеты в районы с повышенным уровнем угрозы. Но есть еще одна особенность. В грузовой отсек С-17 можно установить специальную капсулу для перевозки высшего руководства США. Раньше такие модули называли Silver Bullet. Весной этого года ВВС заменили их новой системой Roll-on Conference Capsule или ROCC. По сути, это мобильный защищенный кабинет внутри транспортного самолета с рабочей и жилой зонами, конференц-залом и закрытыми каналами связи. Капсула сертифицирована как STIF – помещение, где можно работать с секретной информацией, проводить защищенные переговоры и поддерживать связь во время полета. По набору возможностей это позволяет высокопоставленному пассажиру продолжать работу практически так же, как на борту специального правительственного самолета. При этом достоверного подтверждения, что именно такая капсула находилась на борту Рэдклиффа, пока нет. Авиационные издания считают это вероятным.
Си-17 перед полетом в Россию прибыл именно на базу Эндрюс, где размещаются такие модули. Необычный сам визит. За последние 10 лет действующие директора ЦРУ приезжали в Москву всего 4 раза. В 2016-м Джон Бреннан обсуждал с российской стороной войну в Сирии и прекращение огня. В 2017-м Майк Помпео приехал в период острого конфликта вокруг российского вмешательства в американские выборы. А в ноябре 2021-го Уильям Бернс лично привез в Москву предупреждение Вашингтона. Американская разведка видит подготовку России к большой войне против Украины. Через несколько месяцев началось полномасштабное вторжение. Поэтому такие поездки руководителей ЦРУ в Москву почти всегда приходятся на периоды серьезного кризиса в отношениях двух стран. От немецкого авиационного двигателя к китайским комплектующим и российским реактивным дронам. The Wall Street Journal проследил, как менялся иранский «Шахед» и какую роль в этой истории сыграли поставки из Китая. В основе иранской разработки был немецкий двигатель Limbach LP-150E. Еще в 2000-х Тегеран смог получить такие моторы через посредников, а затем создал собственный аналог. В 2012 году дистрибьютором Limbach стала китайская компания, а 5 лет спустя немецкого производителя выкупили китайские владельцы. По данным издания, это облегчило Ирану доступ к необходимым технологиям и деталям. Со временем зависимость от китайских поставок только росла. Американский Минфин установил, что компоненты для иранских двигателей закупались через посредников в материковом Китае и Гонконге. Через те же цепочки, как утверждают американские власти, проходила и часть западной электроники, которую затем находили внутри шахедов. После того, как Россия начала массово применять эти беспилотники против Украины, их конструкция продолжила меняться. Украинские специалисты отмечают, в новых аппаратах становится меньше западных и больше китайских деталей. Это элементы навигации, антенны, модемы и оборудование связи. Теперь речь идет уже не только об электронике. В российских реактивных версиях шахедов Украина обнаружила турбореактивные двигатели китайской компании Telefly из Шэньчжэня. Они позволяют беспилотникам разгоняться примерно до 500 км в час, почти втрое быстрее обычных винтовых моделей. Перехватывать такие цели дешевыми дронами становится значительно сложнее. После того, как Украина обнародовала информацию о происхождении двигателей, журналисты The Wall Street Journal заметили, соответствующая продукция исчезла с англоязычной версии сайта Telefly, но осталась на китайскоязычных ресурсах. Компания на запрос издания не ответила. Издание делает вывод. Китайская промышленность постепенно замещает компоненты, которые раньше приходилось искать на Западе. Но доказательств прямой передачи технологий Ирану или России со стороны китайского государства издание не приводит. Расследование касается прежде всего частных компаний, посредников и цепочек поставок. 7 человек погибли при пожаре на одном из крупнейших строящихся газохимических комплексов России. ЧП произошло в Амурской области, на предприятии, которое еще готовили к запуску. 6 погибших – граждане Китая. Возгорание началось во время пусконаладочных работ. По сообщениям СМИ, ему предшествовал взрыв. На кадрах из соцсетей видно, как рабочие покидают территорию комплекса. Всего медицинская помощь понадобилась 152 пострадавшим, 36 человек доставили в больницы. Для перевозки наиболее тяжелых пациентов в другие медицинские учреждения направили самолет экстренных служб. Пожар уже потушен. Следственный комитет России расследует возможное нарушение правил промышленной безопасности. Точная причина произошедшего пока не установлена. Данных о внешней атаке нет. Амурский газохимический комплекс. Совместный проект российского Сибура и китайской Синопек. Его стоимость оценивают примерно в 10-11 миллиардов долларов. После запуска предприятие должно выпускать 2,3 миллиона тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена в год. Это сделает его одним из крупнейших подобных производств в мире. Проект уже сталкивался с задержками. После 2022 года из него вышли европейские партнеры, в том числе немецкая Linde и итальянская Tecnimont. И часть работ пришлось перестраивать с участием российских и китайских компаний. Комплекс рассчитывали запустить в 2027 году. Повлияет ли пожар на эти сроки, пока неизвестно. Дональд Трамп предложил переименовать озеро Онтарио в озеро Америка. Оно разделяет Канаду и Соединенные Штаты. Граница проходит между Онтарио и штатом Нью-Йорк. Соединенные Штаты всерьез рассматривают возможность переименовать озеро Онтарио в озеро Америка, поскольку мы больше не рассчитываем вести большой бизнес с Онтарио. Благодарю за внимание к этому вопросу. Президент Дональд Трамп. В Оттаве на заявление ответили сдержанно. Министр, отвечающий за торговлю США, Доминик Леблан заявил, что правительство решило не реагировать на ежедневные публикации американской администрации в соцсетях. А министр промышленности Мелани Жоли была более категорична. Президент Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность переименовать озеро Онтарио в озеро Америка. Можете ли вы что-нибудь сделать, чтобы этому помешать? И как вы вообще оцениваете его намерения? Мы всегда будем называть его озером Онтарио. Точка.
Мы гордимся нашими великими озерами. Тысячелетиями люди ходили по реке Святого Лаврентия и Великим озерам. Они стали частью основания нашей страны. И мы будем защищать то, что у нас есть. А пока происходят все эти выходки, мы будем действовать разумно и стратегически и дадим отпор. Не поддержали идею и опрошенные журналистами Reuters канадцы. Одни считают ее ненужной и способной лишь усилить напряжение между соседними странами. Другие видят в заявлении попытку привлечь внимание. Это совершенно не нужно. Я думаю, что нагнетание неприязни между двумя соседями никогда не приводит ни к чему хорошему. Я преподаю историю и хорошо это понимаю. Такая риторика, которая усиливает враждебность, например, предложение переименовать любимые всеми озера, лишь добавляет напряжения. И ничего хорошего в этом нет. Мне кажется, сейчас это просто попытка привлечь внимание. Его поведение рассчитано именно на это. И я не думаю, что такое действительно произойдет. Дело даже не в том, что мы не позволим этому случиться. Это просто такое поведение плохого парня. А нам важно просто оставаться нормальными людьми. Я думаю, нам нужно быть лучшими торговыми партнерами. Сейчас это немного похоже на борьбу за влияние и, на мой взгляд, на проявление уязвленного эго. А ведь у нас должно быть самое крепкое торговое партнерство в мире. Мне кажется, у нас должен быть своего рода Североамериканский союз. И жаль, что сейчас мы не очень хорошо ладим. Думаю, власти должны четко сказать, это озеро Торонто и Онтарио. Пусть таким и остается. Да, Трамп не может просто взять его себе. Дарлин Грэм, сестра умершего в июле сенатора Линдси Грэма, выиграла второй тур республиканских праймериз в Южной Каролине. Она обошла конгрессмена Ральфа Нормана и теперь будет бороться за полноценный 6-летний срок в Сенате на ноябрьских выборах. После смерти брата Дарлин Грэм временно заняла его место. Ее полномочия действуют до начала января. На праймериз ее поддержал Дональд Трамп, поэтому результат рассматривают и как очередную проверку влияния президента внутри республиканской партии перед промежуточными выборами. Я хочу поблагодарить президента Трампа за всю его поддержку и за то, что он меня поддержал. Господин президент, Линдси действительно любил вас и считал одним из своих самых близких друзей. Я ценю эту связь и все, что вы сделали для нашей страны. Наша победа была бы невозможна без вас, и мы искренне благодарны. Теперь Южная Каролина действительно территория Трампа. Спасибо тебе, Линдси, за службу Южной Каролине и нашей стране. Без тебя здесь все уже не так. Я также хочу поблагодарить моего соперника, конгрессмена Ральфа Нормана, и всех остальных республиканцев, участвовавших в этой гонке. Баллотироваться на выборную должность непросто. Я убедилась в этом на собственном опыте. Я уважаю и ценю вашу готовность служить обществу. Мы не можем и не должны позволить демократическим социалистам закрепиться в таком консервативном штате, как Южная Каролина. Либералы считают, что если смогут победить консерваторов в Южной Каролине, то смогут победить нас где угодно. Они снова идут против нас и против ценностей Южной Каролины, которыми мы дорожим. Южная Каролина прошла через тяжелый период в этом году. Мы потеряли выдающегося человека, Линдси. Мы скорбели как семья, и весь штат скорбел вместе с нами. Но сегодня вечером мы снова поднимаемся, как всегда делали жители Южной Каролины, и смотрим в будущее. В ноябре соперницей Грэм станет демократ Энни Эндрюс, врач-педиатр. Южная Каролина традиционно голосует за республиканцев, поэтому Грэм считается фаворитом этой гонки. Для Трампа выборы в штате – часть более широкой борьбы за сохранение республиканского контроля над обеими палатами Конгресса. Соединенные Штаты готовят крупнейшее массовое аннулирование виз в своей истории. Под отзыв могут попасть до 200 тысяч деловых и туристических виз категорий B1 и B2, выданных с 2016 по 2026 год иностранцам, которые после въезда в страну запросили убежище. Госдепартамент начнет аннулировать документы в ближайшие недели совместно с Министерством внутренней безопасности. Представитель ведомства Томми Пигот объяснил решение несоответствием цели поездки. Иностранцы въехали как временные посетители, но затем попытались остаться в США постоянно. Отзыв визы не означает немедленной депортации и не прекращает рассмотрение заявления об убежище. Большинство заявителей переведут из категории временных посетителей в категорию ожидающих решения иммиграционных властей. Однако они потеряют право повторно въехать в США по прежней визе, если покинут страну.
Администрация президента Дональда Трампа считает подачу на убежище после въезда по туристической или деловой визе злоупотреблением системы. Юристы ожидают массовых исков. Власти фактически приравнивают смену иммиграционных намерений к получению визы под ложным предлогом, хотя законность такого подхода еще предстоит оценить судам. Одновременно администрация президента США Дональда Трампа пытается резко ограничить найм квалифицированных иностранцев. Министерство внутренней безопасности предложило установить постоянный сбор в размере $103 265 за визу H1B. Раньше оформление обычно обходилось работодателю в 2-5 тысяч. Программа ежегодно предусматривает 65 тысяч виз для иностранных специалистов и еще 20 тысяч для обладателей научных степеней. Ими активно пользуются технологические компании, университеты и исследовательские центры. Временный сбор в $100 тысяч Трамп ввел в 2025 году. В июне федеральный суд признал его незаконным налогом, неодобренным Конгрессом. Решение обжалуется, а временная мера истекает в сентябре. Политическая сторона этого вопроса сильно отличается от того, как ее воспринимает большинство людей. Многие говорят, это республиканцы, движение МАГА и Трамп. Но в действительности среди ключевых сенаторов, давно добивающихся подобных реформ программы H1B, Берни Сандерс, демократ от Вермонта, и Дик Дурбин, весьма либеральный сенатор от Иллинойса и второй по рангу демократ в Сенате. Я не знаю, поддерживают ли они именно этот сбор, но реформы программы H1B они продвигают давно. Поэтому этот вопрос не сводится к противостоянию республиканцев и демократов. Это серьезный шаг. Думаю, власти пытаются решить две задачи. Во-первых, многие не знают, что государственные ведомства часто работают за счет сборов. Они финансируются не Конгрессом и не налогоплательщиками, а платежами пользователей. Поэтому одна из целей этой меры — собрать средства на работу иммиграционной службы и других подразделений иммиграционной системы. Вторая цель — побудить работодателей активнее искать американских работников и прилагать для этого больше усилий, а также тщательнее оценивать квалификацию специалистов, которых они нанимают по визам H1B. SpaceX планирует построить в Луизиане новый комплекс для запусков Starship. Заявленный объем инвестиций — $100 миллиардов. Под будущий Starbase Луизиана выделят территорию площадью более 50 тысяч гектаров на острове Пекан. Сегодня Илон Маск и его команда предлагают Луизиане нечто иное. Они предлагают нам устойчивое будущее и долгосрочное процветание. После сегодняшнего объявления мы строим будущее Луизианы, для которого нет границ, от океанов до Земли и даже до космоса. Благодаря нашей работе SpaceX намерена инвестировать $100 миллиардов. Не сомневайтесь, сегодняшний день — по-настоящему переломный момент. Я хочу, чтобы вы понимали, это поворотная точка в истории Луизианы. И этот проект — не только сталь, технологии и капитал. Это рабочие места для наших семей, развитие наших сообществ и защита нашего побережья. Строительство должно начаться в следующем году, а первый запуск Starship отсюда запланирован на 2029. В перспективе компания рассчитывает проводить с новой площадки 1000 запусков в год. Сейчас у нас есть одна действующая стартовая площадка для Starship в Starbase, штат Техас, и строится вторая во Флориде. Еще 3 площадки находятся на разных этапах строительства. Это часть самого загруженного стартового комплекса на планете. Но для предстоящих миссий нам нужно больше площадок, и мы хотим построить их здесь. Главная идея Starship — сделать возможной жизнь на нескольких планетах, чтобы люди могли жить и работать на других мирах. А в более близкой перспективе, уже через несколько лет, Starship позволит нам вместе с НАСА вернуть американцев на поверхность Луны и построить там постоянную базу. Лично меня это очень вдохновляет. Я хочу на Луну. На Марс я не хочу, а на Луну схочу. Космодром хотят сделать практически автономным. Здесь планируют производить ракетное топливо и электроэнергию, построить мощности для обслуживания кораблей, глубоководную портовую инфраструктуру и, возможно, аэропорт. SpaceX обещает создать в регионе более 3000 рабочих мест. При этом проекты компании на юге США уже вызывали недовольство части местных жителей. Их беспокоит возможное влияние на водные ресурсы и окружающую среду, а также давление на владельцев земли.